Всем привет, вы на канале Twinkie Time, мы продолжаем проходить Baldur's Gate 3. Меня сейчас доконает вот это вот существо из... Где она? Где она, блин, есть? Экипируй это. Из фонаря она меня сейчас просто достанет, она достала меня орать. Фонарь спускает холодное свечение, защищая всех, кто находится рядом от окружающих теней. Ты замечаешь внутри крошечную малышку Пикси. Прошу, на просьбу ты ответь, не дай напрасно умереть. Фонарь лет волшебный свет, а мне от боли мочи нет. Она достала меня орать, правда. Короче, тут прикол. Я в первом своем прохождении, я не обращала на него внимания, оставила себе фонарь, чем я получила, во-первых, одобрение Астариана, во-вторых, ну, собственно, фонарь. Но если ты ее выпускаешь, это дает все-таки больше преимуществ, поэтому я советую этот вариант. Особенно без этого варианта. Ну, типа, это упрощает, это реально упрощает. Хотя ты получаешь не одобрение, но оно того стоит, и тем более это всего лишь одно одобрение, так что не одобрение, так что не важно. Кто ты? Долли трижды меня зовут. В яркой темнице я мучаюсь тут. Мне нужна защита от проклятия. Если я тебя освобожу, ты поможешь мне пройти через тени? Только на волю меня отпусти, и я помогу через тени пройти. Что за механизм основания фонаря? Называть его не смею, я мой славный новый друг. Одно касание, и мне конец настанет, друг. Кстати, но при этом, если ты ее оставишь в фонаре, то она выдаст тебе несколько забавных реплик. Ну, такие прям, да, забавные. Так, не обращать внимания, разбить фонарь озим, повернуть механизм, выпустить Пикси. Что значит повернуть механизм? Одно касание, мне конец настанет, друг. Вот, кстати, хз, вот это вот. Что это? Я не пробовала вот этот вот механизм, но я не буду этого пробовать, наверное, все-таки. Я выберу просто выпустить ее, а там как получится. Да, давайте. Наконец-то! Я была заперта в этой могиле в компании чокнутого Драука до собственного пердежа. Что ж, здорово, что ты мне помогла. Что я тебе должна? О боже, этот момент с собственным пердежом меня убил. Не давить ее, попросить помочь с темным проклятием. Как было бы прекрасно лишить ее жизни в этот первый миг свободы. Ох, этот Даркурдж, ох уж это... Какие есть предложения? Кстати, не одобрили Лайзель и Астариан, а Карла их одобрила. Ну, в принципе, логично. Какие есть предложения? Да блин, что такое? Давай. Твой мир содрогнется, дорогая, можешь не сомневаться. Вот, позвони в колокольчик, скажи волшебные слова, и ты получишь то, что заслуживаешь. Защита от темного проклятия. Что еще может понадобиться такому придурку? Всегда пожалуйста. Да, ты очень милая, конечно, тварь. Пикси. Любопытная штучка. И как отлично владеет словом. Согласна, да. Окей, давай позвоним тогда. Вот это вот выброси, он мне нафиг не сдал, кстати. Филигранный фейский колокольчик. Звон этого богато украшенного колокольчика потускнеет от времени, напоминает озорной смех, такой же, как у зачаровавшей его феи. Тебя уже благословили, так вот иди своей дорогой. Ты очень милая. Благословение Пикси. Магия Пикси защищает это существо от действия темного проклятия. Колокольчик мне уже не нужен, но я его отправлю. Сколько стоит он? 1. В лагере будет лежать. Лунный фонарь. Пойдем. Может... В принципе, мне тут говорить вроде не с кем. Да? Ну, вроде бы да. Пошли вниз. Ой, я забыла вернуть себя. Что у меня стояло? Что у меня стояло? А что у меня стояло? Вот это.
Мол бы ради любого из нас сделала то же самое, и вы это знаете. А в лунной башне мы как проберемся? Мы же с этими тенями драться не можем. Да еще почему? Я Гарпи победил, а они куда страшнее теней. Знаешь, что для Мол страшнее всего? Если с нами случится что-то плохое. Ты ведь помнишь, что там снаружи? У нас не было ни единого шанса. Вы сидите и не суетесь никуда. Я схожу за Мол. Но это мы должны ее спасать. Вы на нее посмотрите. Вот настоящая искательница приключений. А с нами, если что случится, Мол будет жутко злая на нас. Ну ладно. Только ты пойми, Мол нам родная, так что спаси ее, пожалуйста. Понимаю. Я поняла вас. Я постараюсь, так сказать. Типа. Куда делся... Куда делся Роланд? Ты знаешь? Ты должна знать. О, проекция. Проекция Ролана. Вот, смотри. Проекция Ролана. Лея, Кэл, если вы это видите, не уходите никуда. Я вернусь через десяток дней, не позже. Повторяю, не уходите. Без помощи он долго в тенях не протянет. Только дурак мог отправиться туда в одиночку. Дурак или Ролан? Окей. Предатели среди нас. Похищен ребенок. И все же я не чувствую ничего, кроме облегчения. Они ведь могли похитить и Изабель. Давай сосредоточимся на том, как нам одолеть Кедрика. Согласна. Мы должны покончить с угрозой, исходящей из лунных башен. С твоей помощью у нас есть шанс на победу. Ты справишься, я не сомневаюсь. Я хочу спросить тебя кое о чем. Мне знакомо твое имя, но откуда? Из какой-нибудь замшелой баллады, вероятно. В песнях-то я убиваю богов, то с ними сплю, зависит от барда. И где же правда? Сколько рассказчиков, столько версий. Довольствуйся этим. Да, вообще, былые подвиги мало чем помогают настоящим. Мы сражаемся, умираем, можем лишь надеяться, что когда наше время придет, кто-то займет наше место. Проникновенные слова. Ты так вдохновляешь своих арфистов. Им это не нужно. Увы, каждый арфист сам себе бард. Помоги мне выкорчевать этот культ, и они будут слагать песни о тебе для разнообразия. Я не то чтобы мне нужны песни, но да ладно. Я бы, конечно, такая, чтобы еще, может, поспать сходила. Давайте сходим поспать, реально, вроде. Давно этого не было, так что мы идем спать. Что? 8 минут только? Окей. Окей. Тем более идем спать. Никто не хочет говорить, да? Вроде нет. Ну, я для разнообразия поговорю там с Шэдоу и со всеми остальными. Кэтрик Торм, что ты о нем думаешь? Трудно сказать. Казалось бы, в любой другой ситуации служитель ночи, ночной пивуньи мог бы стать не союзником, но что-то не складывается. Нужно сперва понять, кому он служит на самом деле. Угу. Хорошо. Always a delight to speak with you. What can I do? Well met. Типа я сплю не потому, что нам это нужно, ну, вы, наверное, заметили. А на самом деле мы бы еще вполне справились. Итак, просто я хочу как можно больше кат-сцен увидеть, и чтобы мы ничего не пропустили. Потому что такое вполне может быть. Hello, my sweet.
Hello. Hello. Давайте завершим день. Да, я все хочу. Так, я скриню. Привет. Пошалили, хватит, песик. Обожаю это время года. Придурки так и лезут из всех щелей. Хватит щеки раздувать, навостри лучше свои ушки. У тебя новое поручение. Сектанты Абсолют схватили вассала Зариэль, могущественную дьяволицу. Ее заперли в цитадели культа в лунных башнях. Твоя задача вызволить ее оттуда. А нас-то каким боком касается? Статья Z, пункт 13. В случае неповиновения душеносца или ненадлежащего исполнения им своих обязательств, душеприказчица может отправить душеносца наверно в виде лемура. Скажу тебе простым, понятным языком. Если Уилл не справится или откажется, он провалится прямиком в верный куском тухлой плоти. А теперь, щеночек, будь хорошим мальчиком, аборт. Или придется вечно пожариваться на адском огне до хрустящей курочки. Мизора говорит глумливым тоном, но в голосе звучит отчаяние. Ей жизненно необходимо, чтобы это поручение было исполнено. Возможно, это ваш шанс попытаться расторгнуть договор Уилла. Мы спасем этого твоего вассала, но с одним условием. Да, и что же это за условие такое? Твой разум касается разума Уилла, тебя притягивает его нарастающая паника. Мысленно ответить Уиллу: доверься мне. Уилл выдыхает, и ваша связь постепенно угасает. Мизора, мы спасем этого вассала, если ты расторгнешь договор с Уиллом. Любопытно. И с чего бы мне спускать с поводка мою любимую зверушку? А мы сейчас скажем ей почему. Потому. Давай запугиванием. Мы все еще можем позволить сектантам заразить вассала. Я не сомневаюсь, что это и бестии в рабстве понравится. Мне нравится. Давай. Изи. С ума сойти. Ты всерьез считаешь, что у тебя все козыри на руках? Ладно, так и быть. Я согласна. Но договор я изменю лишь после того, как поручение будет исполнено, не раньше. Статья F, пункт 9. Душеприказчица может вознаграждать душеносца или оказывать ему услуги только после исполнения душеносцем соответствующих обязательств. Это условие тебе знакомо. Его еще называют юридической оговоркой. Ты первый. А теперь вперед в лунные башни, котик. Поосторожней с тенями, они там очень голодные. Ничего себе. А ты что светишься, так слышишь? А? Кто хочет поговорить? Ой, Астариан, привет. Подожди секунду, сейчас вернусь. 2 секунды, подожди. Сейчас я буду. Что-то зарафило, что ли? Почему непременно Мизора? Почему Зариэль? Мы должны рисковать своей шкурой ради кого-то из ее вассалов? А вдруг это беглец вроде меня или что-то намного хуже? Ты слышала Мизору, это последнее, что Уилл должен сделать для нее, а потом он получит свободу. Я хочу в это верить точно так же, как и ты. Почти так же сильно, как сам Уилл, но я точно знаю, что все не настолько просто. Всегда есть какое-то западло. Играть в игры с дьяволом — это дурная затея. Выиграть невозможно. Никогда. Ладно, но мы как-нибудь его вызволим. Кстати, если честно, наверное, сюжетка Уилла для меня была самой сложной в плане того, что как действительно лучше для него. Потому что... Окей, это я скажу потом. Чем больше вранья она подливает, тем больше мне приходится глотать.
Мизора натравила меня на бестий и в аду и за его пределами, но чтобы их спасать? Никогда. Боги, она превращает в пародию все, что делает клинок. Asshole. В смысле, почему переводчики локализовали asshole как сука? Что? Это же, ну, типа... What the... Окей. Скоро ее не станет. Выполни это поручение, и Мизора расторгнет ваш договор. Спасибо тебе за помощь и поддержку. Это для меня очень важно, но праздновать я не стану, пока не почувствую вкус свободы. Я точно знаю, что она что-то замышляет. Она не отпустит меня просто так, поверь. Выбора у тебя все равно нет. Или выполнить поручение, или гореть в аду. Если бы просто гореть, но мне придется сражаться, я стану одной из этих безмозглых тварей, которые дерут когтями демонов на фронтах войны крови. Так не будет. Ты нужен побережью мечей. Твои слова для меня очень много значат. Я всегда знал, что ждет меня впереди, и я не сомневался в том, что поступил правильно. Да ладно, не ссы. Нормально будет. Ты поговорить не особо хочешь. И ты даже не особо разговорчивая, да? Лайзель? Maybe? Приветствую. Иди, моя зайчка. Старянчик. Знаешь, я чувствую между нами есть особая связь. Будто мы две души, идущие одной дорогой. Каждый наш шаг оставляет кровавый след. Для нас убийство — простой инстинкт. И я уважаю тебя за это. Разве что я воздержался бы от убийств в лагере, а в остальном я с тобой на одной волне. Подожди, слушай, ты тут не стили. А мне казалось, что я тебе не нравлюсь. Это выглядит забавно. Отвечать я этого не буду. К чему ты клонишь? Или, ой, спасибо. Давай к чему ты клонишь? Я только размышляю. По-моему, мы не используем все возможности, которые подарили нам эти скользкие незваные гости. Как думаешь, сколько черепов заражено ими? Сотни. Тысячи. И ведь среди них не только гоблинские отродья, но и лица вполне влиятельные. Тот, кто ждет нас в лунных башнях, управляет всеми. Но если мы сумеем перехватить контроль, представь, какой мы получим власть. Ой, я все еще считаю каноном, когда отношения между Астарианом и Даркурдж. И типа неважно, это Даркурдж, который противится своим этим позывам, порывам, или который принимает их и идет в соответствии с ними, я считаю, это просто канон. Ну я не знаю, это идеально. Я вытащу. О боже. И как же мы это сделаем? Я полагаю, есть нечто, управляющее всеми этими штуками. Мы находим это нечто, попутно кого-то убиваем, мы... Слушай. О боже. А я говорю только, что нам выдался шанс. Если мы сами будем управлять личинками, то спасем себя, а заодно можем и владыками мира стать. And enjoy a little world domination on the side. You can't tell me that doesn't sound fun. О боже, это его... Почему это так смешно? Его хихиканье, это просто лучше. О май гад. Ну правда, ну просто... Я не знаю, я не могу так хихикнуть, но это идеально, это идеально. Я подумаю. Подумай. Вселенная не часто выдает такие карты. Глупо откладывать их в сторону. Ну, сначала нам, конечно, надо добраться живыми до этих лунных башен. Хотя я почему-то полон радужных надежд.
Ладно, можешь пить мою кровь сегодня. Окей. Смотри на эту мордочку. Я со Скринием. Так смешно улыбается. Then I'll see your delicious self tonight. Да? Давай. О май гад. Голос Абсолют ясно звучит здесь. И становится все громче. Я не знаю, сколько еще смогу сопротивляться. Но отрадно видеть, что ты делаешь успехи. О, давай я заскриню вас. Ты выбрала неожиданный путь. Ты поступила храбро, когда спасла тех беднях в роще. Они тут ни при чем. Гоблины мне мешали, поэтому их не стало. Знаешь, этот ответ для нее, по моему мнению, из разряда, что она не серьезно это говорит, прям 100% так считаю, а просто потому, что у нее показательно такой вид, что типа, ну, я никого не спасаю, я просто, мне просто мешали, типа, как это описать? Короче, я надеюсь, что вы поняли, что я имею в виду. Я сейчас не смогу точно придумать слова, которыми я бы описала вот это, но я отвечу это. Я восхищаюсь твоей эффективностью. Просто это никак не прекращается. На нас волна за волной обрушивается телепатическая энергия. Волна, и сразу за ней еще одна, потом еще. У меня нет ни мгновения на передышку. В каждой волне набор приказов для зараженных. Приказ о твоем преображении давали уже много раз. Ты знаешь, откуда поступают приказы? Несомненно, из лунных башен. Остается надеяться, что мне хватит сил довести дело до конца. Как бы то ни было, Абсолют знает, что ты сейчас носишь меня с собой, и она хочет вернуть меня. Я могу по-прежнему на тебя рассчитывать? Я единственный, кто может противостоять влиянию Абсолют. Отсюда ее страх передо мной, ее отчаяние. Unfortunately, that also means it is dedicating more and more resources to my retrieval. Перед нами грандиозная задача, но только мы стоим между победой Абсолют и свободой для всех. Речь идет уже не только о нас с тобой, это куда больше, чем просто мы. Ты должна проникнуть в лунные башни, раскрыть секреты Абсолют и покончить с ней, чтобы мы могли наконец стать свободными. Теперь же мне нужно отдохнуть, а ты продолжай. Пусть мои усилия не окажутся напрасными. Окей. Шкрябик. Что такое шкрябик? Дай сюда это. Зелье лечения. Молодец, погладь его. Зелье и погладить не жалко. Ну, в принципе, мне и без зелья не жалко собачку погладить, он же милашка. Да. Зелье лечения. Так, давай сразу наложим всякие нужные мне прикольчики. Так, какие? Это скороход второго уровня. На Астариана и на меня.
Оба. Хорошо, прекрасно, скороход. Тебя еще надо вылечить, я так полагаю. Желательно было бы. А ну-ка, Асториан. Вылечи, я говорю. От кровопотери. Так. Дальше. Что дальше? Дальше Карлах. Тоже скорохода. Ближе подойди, давай. Чудно. А что у нас по зелью? По зелью, которое... Кровожадности. Я бы еще сделала эликсир кровожадности, конечно. Эликсир кровожадности не могу сделать. Может быть, бдительности или колосса. Возможно, стоит. Или нет, не колосса. Зелье. Скорости. Ну ладно, окей, хорошо. Пока что не буду ничего делать. Я хотела еще раз подойти к Марку, чтобы... К Барку, то есть. Опять его Марком называю. К Барку Руту, чтобы купить у него... Во. Убийство драконов, убийство нежити, убийство гуманоидов, конструкции, невидимость... Множество целей. Ильмитар. Ладно, окей, конструкции не надо, нежити оставлю. Так нормально, да? Сколько это? 800? Ты чё? Ты головой думай, слышишь? Куда 800? Какой 800? Ты чё? Ты чё? Какой 800? Опомнись. 800. Сейчас. Не, ну это все мне не очень нравится. Я не хочу тебе столько, ты шо? Может, давай не надо? Что-нибудь, может, не? Невидимость. Качество невидимости. Ну, тоже, конечно, не по-божески ты поступаешь. Ну да ладно. А ты там не сделал случайно бомбу свою? Или как оно? Блестящий аргумент. Окей, тогда я пошла. Пойдемте. Куда мы пойдем сейчас? Ну, вообще, у нас путь куда? В лунные башни, но так как лунные башни далеко, давайте просто по пути в лунные башни зайдем везде, где можно. А, стоп, я же хотела зайти вот сюда. Я и забыла уже. Вот сюда. Подвал таверны. Что тут у нас? Орфисты. Прикольно. Орфисты — это тайная организация, основной целью которой является сохранение всего хорошего и правильного в мире. На каждом шагу они обводят зло вокруг пальца, умело сражаясь или применяя хитрые политические маневры. Они не очень хорошо организованы, да и как им быть организованными, если многие орфисты не знают лицо ни одного из собратьев, но всегда едины в целях и задачах. Один правильно примененный агент орфистов зачастую достигает того же результата, что целая армия. ГГ. О, а тут вина у вас сколько стоит? 14, а что так мало? Ну ладно, возьму, вот это продать можно. Ой, вот это можно продать. Но я просто не хочу использовать тот способ, который я вам показывала с бесплатной торговлей. Я хочу по-честному, я правильная, я очень молодец. И вообще, это все мне на продажу, короче. Ключ от камеры заключения, последним сюда я беру. Сундук для улик. Беру. А значит, Азут и другие боги часть какая-то. Светлый путь нам дарует все луны, звезды капают с ее глаз лунных. Хочет злая сестра погасить свет добра, но не дрогнут души нашей. Так. Так,
как-то получается, не в рифму. Или я неправильно читаю? Ни кошмары, ни добрые сны сквозь покровы ее не видны. Боль и горести снимет, но и радость отнимет, ночи шар непроглядно темный. Все живое, все твари на свете для Сильвануса милые дети. Если ты их обидишь, очень скоро увидишь, позавидуешь даже котлете. Это мы читали, я точно это помню, да, я вспомнила. Дверь клетки открой. О, прикольно. Ты думаешь, я глупенькая или да? Думаешь, я не вижу этого? Потому что я вижу. Дело в том, что... Угу. Спрятали. Нифига себе спрятали. Ага. Бочка с дымным порохом. Подобрать. Это в лагере нам. Отправить в лагерь. Я потом это заберу. Это вот, кстати, Астариану. И вот это Астариану. Забыла отдать. И вот это Астариану. И вот это тоже Астариану. Что-то еще? Вроде... А, вот еще вот это Астариану. Воровские инструменты. Это тебе. Деревянный сундук. Беру. Открыть. What now? Hardly a challenge. Still alive. So that's progress. Конечно, прекрасно. В этом месте есть довольно полезное кольцо, которое применяется вместе с другим кольцом, которое у меня тоже есть. Где оно? Оно, наверное, в лагере сейчас. Я бы, наверное, даже его кому-нибудь надела. А кому? Провал, внимание, провал. Астариан, пожалуйста, вся надежда на тебя. Успех, молодец. Безбрежь. Ну, какой, а? Молодец. Давай. Вот это вот сверкающее кольцо. Когда владелец наносит урон заклинанием, при этом его освещает источник света, на цель также накладывается лучистая сфера, действующая на протяжении 2 ходов. Лучистая сфера, внимание. Существо имеет -1 к броскам атаки в каждом оставшемся ходу, но также излучает яркое сияние, освещая все вокруг себя. Каждый раз, когда существо атакует, длительность снижается на 2. Это вкупе с... Перестань, пожалуйста. Сейчас я хочу посмотреть, оно у меня здесь, это кольцо. Я взяла? А я взяла? Ладно, пофиг. Так. Если не ошибаюсь. А ну-ка возьми. А теперь покажи мне. Вот это. И второе кольцо где? Что, одела вместо чего? Надела. Чё ж ты меня гоняешь-то туда-сюда, а? Оно у меня в инвентаре, да, осталось? Окей, давай еще разочек. Вот это. И направляющий свет. У меня было кольцо вот это, но я надену, наверное, вот эти 2, потому что, смотри. Направляющий свет. А ну-ка. Обитатель объекта ауры света. Да. А вот это, когда владелец наносит урон заклинанием, при этом его освещает источник света, на цель также накладывается лучистая сфера. Но вроде как вот эти вкупе. Если я не ошибаюсь. Ну-ка, давай. Пускай пока надеты будут. Что стихийные зарядки. Невидимость, расплывчатость тоже кому-то дать может.
Шкала иллюзии невидимость 2, а тут и невидимость и расплывчатость дается. Так, тогда возьми это кольцо, зачем тебе? Ну, конечно, но... Пускай так будет. How much further can I go? Хранюсь. Подожди, я же не закончила осматривать вот здесь вот. Да закончить надо. At least things have Ну stayed вот так. interesting. Потому что. Сундук. Свиток. Воровские инструменты для Астариана. Говорю воровские. What's on your mind? Говорю воровские инструменты. What a day. Let's go. Батат валяется. Прикольно. Батат это хорошо. Чё, мне всё равно? А я так понимаю, что этот же проход, это ж вроде он ведет и вот здесь, правильно? Я не ошибаюсь. Холмик. Я, раз уж такое дело, напоминаю, что если мы не проходим испытание, проверку на внимание, то нам не обязательно типа ее проходить априори, потому что мы можем взять лопату и тупо начать копать в месте, где предположительно у нас ямка с сундуком. Да, это так работает. Паутинка. Тут у нас стена треснувшая. Разбила, молодец. Тут у нас... А тут у нас проход с другой стороны, да, все правильно. Тогда давайте пройдем с другой стороны, что уж там. Я вижу тут вот... Сохранюсь. Минлок. Фея? В смысле фея? Минлок это фея? Окей. Раса Минлок. Это ракообразное волшебное существо рождается из страха, а стремятся к одному — уничтожить все доброе, невинное и прекрасное. Очень по-фейски. Not bad. Давай, Астариан, ты должен застать их врасплох, поэтому давай вот так. Хоба. Хоба. Кто тут смотрит сюда? Вот эти двое смотрят. Они мне не нравятся, поэтому. Давай как-то... А ты мог бы, пожалуйста, просто взять и вот со скрытности как-то вот... Не мог бы, да? Хорошо, а если невидимость? Невидимость? On my way. А теперь... Оба. Я так. Проклятие, я не знаю, что это за пакость, но держи свои когти при себе. Таким образом, что? Таким образом, ничего, я беру себя. Уже сюда. Давай волшебную стрелу пустим. Пи-пи-пи. Прекрасно. Чистая сфера есть. Лазерь. А ну-ка, давай сначала... Так, окей, не могу. А если... Множество целей. Оно перекинется? И не перекинулось, блин. Эх. Че значит промах? Чушь. Че? Вот теперь можно брать моих. Давай. Пока у меня невидимость, я быренько пробегусь. Быренько прыгну. И быренько бахну его. Ее. Оба. Прекрасно. Ты. У тебя есть невидимость-то? У меня невидимости нет. Да это не важно. В принципе. Давай. Хорош. Хорош.
Хоба. Угу. И вот эту. Страх Минлока. Нужно осветить. Осветить. Вы поняли. Так. Ты можешь подойти вот сюда поближе. И отсюда, возможно, ты сможешь прыгнуть вот сюда. Нет, отсюда ты не сможешь прыгнуть. Очень жаль. Давай попробуем. Инициатива 4. Блин, у тебя инициатива, конечно. Конец хода, конец хода. Вы в расблоке, нет? Нет, нет и нет. А почему? В чем вопрос? Угу. А вы хорошо в ряд стали, мне нравится. Правда. Bye forever, pal. По какой причине у тебя испуг? Понятно. Ударить оружием с такой силой, что цель будет отброшена назад на 6 метров. После этого сможете телепортироваться к цели. Атаковать до 2 врагов одновременно. И повышающий класс брони на 4, если попадет в цель. 36, 36. Да блин. Молодец. Блин. Неподвижность испух. 20, блин. Это жестко. Дерзко. Такие испытания. Давай. Пуп, 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 пуп. Пуп. Ася. Множество целей тут, конечно, хорошо. 80%. А, ну так-то да. 65. 80. 65. Нет, давай 80 как раз. Да, давай 80. Хорош. Молодец, мне понравилось. Вот это я понимаю. Ой, как я люблю в нем это. Хорош. Умеешь. Еще одну, может. Множество целей. Ну смотри, как они стоят. Они так в рядок стоят, прям они будто просятся. Ой, какой хороший. Молодец. И... Сюда. Давай просто добей вот это. И сможешь прыгнуть вот сюда. Лучник, наверное, самый имбовый для меня пока. А, ой. Чистенькая сфера. Count on me. See this coming. Victory awaits. Мах.
Нажмите для подтверждения. Я нажимаю для подтверждения. Ты не видишь? Говорю, я нажимаю для подтверждения. Спасибо. Despite everything. Сохранюсь. Ну вот как-то так. Ага. Время еще есть. Пока в затемнении значение, которое необходимо выбросить при атаке, чтобы нанести критический удар, уменьшается на 1. Этот эффект может складываться ловкость. А на кому? А на кого? Это на Астариана, да? О, это на Астариана. Это на Астариана, потому что у него окутывающее тени. Невидимость. У меня и так на него невидимость есть, типа, мне не обязательно это, поэтому на вот это Астариан. Смотри, как он прикольно выглядит, такой, типа. Или я уже показывала. Yes, Ну, смотри, прикольненько, да? Мне нравится. Еще оно в цвет и в тему к этой одежде. Но я все равно не буду его оставлять. Пук-пук. Вот так. Anything of use? Very well. Кстати, вот здесь вот есть забавный диалог, если с вами Shadowheart, и если вы берете... если вы берете идол Силуны. Ну и в принципе здесь плюс от черного хода, это я беру. Я беру серебряную тарелку, я беру, потому что мне надо продать. И Силуны идола тоже возьму. Сколько она стоит? 60, да ты что, я его беру. Смотри, сколько дорогая какая. Тарелочка серебряная тоже беру. Светильник можно взять? Нельзя. Силуницкий молитвенник. Говорю, Силуницкий молитвенник. Дай посмотреть. Дай почитать. Да что происходит? Дайте мне взять его. Нити серебра. О, Силуна, прекрасная дева, сплети наши сердца из серебряных нитей, веди нас со светом луны и удали нашу жажду чистейшими слезами. Тени дразнят нас, услышь мою молитву, тени преследуют нас. Тени ранят нас. О, Силуна, стоящий за лучистым ткацким станком, золотай наши сердца серебряными нитями, исцели нас каплями утренней росы и успокой наши души мягчайшим сиянием звезд. Прекрасно. Shadowheart disapproves. Записки Халфреда. Среди колонок с подробным описанием доходов и расходов таверны спрятано примечание, написанное бисерным почерком. Я спрятал священные реликвии нашей почитаемой богини в самом темном углу заведения. Морфред, мой дорогой брат, стремится создать сеть союзников, чтобы противостоять деспотии Кэтрика Торма. К сожалению, страх многим проник в сердца, отвратив от нашего дела, и я не могу их винить, ведь трепет наполняет и мою душу. Но я должен отбросить свои страхи и встретиться с Морфредом в недрах гильдии каменщиков. Вместе мы сохраним свет лунной девы, сколько сможем, и будем надеяться, что знамена праведных вскоре поднимутся против этого вероломного пса Торма. Тут есть корни, кстати, узловатые. Куда они ведут? Помню. Серебряная этажерка. Тут, кстати, очень сильные тени. Я вообще даже ничего особо не вижу. Серебряные стаканы я подбираю. Там сундук лежит. Мне нравятся звуки в этих тенях. Гимны ушедшим. Звуки забавные. Книга молитв Келемвлору, судье мертвых. Кто-то оставил мне следующие комментарии. Местами они немного слащавые, но есть одна или две, которые нельзя назвать просто религиозными благоглупостями. Они действительно вызывают сложные чувства, печаль потери и надежду на то, что у усопших все будет благополучно, и они вечно будут пребывать в некого рода раю. Извиняюсь, ты же полуэльфийка. Почему я так плохо вижу? Кстати, смотрите, тут... Вот лучше. Тут забавно лежат скелетика 2. Мило, да? И грустно. И мило, и грустно. Золотое кольцо. На внутренней стороне кольца некогда была выгравирована какая-то дата, но надписи со временем стерлись. И тут точно такое же кольцо. О, это нам рассказывает какую-то историю, которую мы можем только додумывать. Прости. Это выглядит странно. Ой.
Сумеречная броня. Пока владелец находится в затемнении, он получит бонус плюс 3 к проверкам на скрытность. Блин. Вы получаете кошачью грацию. Ловкости на 2. Бонус к испытаниям ловкости. Максимальная дальность прыжка увеличивается. Ловкость 19. Максимум 20, да? Да. Нет, у него слишком классная одежда, чтобы ее менять. Да, у него слишком классная одежда, чтобы поменять. Но вот это вот, кстати, сумеречная броня тоже неплохая. Тем более, что она к капюшону скрытности, походу... Штрик, проверкам на скрытность. А смысл? Да, действует терпеливая защита. Владелец может потратить ответное действие на то, чтобы нанести удар без оружия по нападавшему, если промахивается. Ладно. Ладно, пускай лежит. Вряд ли я буду ее кому-то надевать. Ну пусть лежит. Мы, кстати, недалеко от таверны. Вот таверна вот там. Мы просто чуть-чуть прошлись, так сказать. Деньги. Денежки. А еще вот сюда можно... А, нет, подожди, это... А, да, можно еще вот сюда сходить. Где? Это вот тут. Это вот... А. Так это... А, да, это вот здесь. Да, надо сходить. Вы думаете, я совсем слепая? Тут у нас какое-то мини-кладбище. Небольшое. Жертвы темного проклятия. По крайней мере, им хранили. Разрытая могила. И еще одна разрытая могила. А кто у вас тут могилы разрывает, а? О, могила. Еще одна. Так это я разрываю их. Это я продам. Мох. Ну, в принципе, и все. Что это? Это еще что? Лира. Окей, а что тут написано? А, мы не можем почитать. Это место нам понадобится потом. Тут вроде как ничего нет. Может быть, что-то вырыть можно, но по идее ничего, да? Ну да, вырыть. О, стрелы. Старяну. Давайте пойдем прям по дороге, и там уже будем смотреть. Стоп, стоп. Я продам все. Я все продам. Я этому предателю продал сапоги. Поверить не могу. Это она за того челика с прошлой серии. Что у тебя тут появилось нового, может? Стрелобец, операции, ну давай. Вообще. Хотя нет, зачем мне эта стрела? Хотя, с другой стороны, а почему нет? Ладно. Продам. Угу. Не знаю насчет вот этой брони. Наверное,
стоит ее продать. Или надеть себе. Ну нет, я же не скрытная, типа, я не особо скрытная. У меня самый скрытный это Астариан, но у него броня слишком классная, чтобы я ее меняла. Наверное, я отдам это. Ну ладно, если что, я запомню, что она у нее, и все. Ну, вряд ли я буду это делать. 900. 900 денег. Нормально. Меняю. Хорошо. 900 денег это немало. Пошлите сначала в неизведанную территорию, вот тут, в это место. После просвета. Дорожный сундук. Маленькое яйцо вот тут, кстати. Мертвую птицу забрали тени. Будет разумнее ее не трогать. Если ее тронуть, начнется бой. В принципе, это будет не особо сложно, но я этого делать не буду, потому что мне не особо горит прокачка уровня на такой сложности. А вот если ты играешь на каком-то высоком, и тем более с одной жизнью, то да. Потом до Кейтерика желательно набрать минимум 9 уровень. Очень желательно. Мешочки тени корня. Ну, ладно, раз уж они тут есть, я их заберу. О, ночная орхидея. Короче, смотри. Ночная орхидея. Помним, что Shadowheart говорила, что ночная орхидея — ее любимый цветок. Помним, нет? Ну, сейчас вспомним. Lady of Sorrows, guide us. Did you want something? Помнишь, ты говорила мне, что ночная орхидея — твой любимый цветок? Rings a bell. Припоминаю. А что? Так получилось, что она у меня есть. Клять, я надеюсь, ты руками не рвала? Они смертельно ядовиты. Шутка. Они безопасные и очень красивые. Спасибо тебе. Боюсь, мне нечего дать тебе взамен. Мы получили ее одобрение за это, и... это просто знак внимания, я не жду ничего взамен. Но я все равно потом что-нибудь придумаю. Она еще так пошутила. Капец, ты, конечно, шутница. Оно смертельно ядовитое. Ты типа умрешь. Ха-ха, я пошутила, молодец. Короче, мы получили с нее одобрение, мы получили диалог, и мы собрали обратно эту орхидею из ее инвентаря, ничего при этом не потеряв. Вот так вот. В конце концов, это... как это называется? Ингредиент, во. Да. Вот это проход, если я не ошибаюсь, здесь на... Или не здесь? Или где? Здесь вроде. О, черная лента, тоже возьму. Ладно, сейчас надо пройти сюда. Я не помню, это проход, который с другой стороны, с первого акта ведет. Если я не ошибаюсь, то да. Либо где-то тут. Либо... Да, вот. Стой. Да. Вот это он. Да-да-да. Этот проход с другой стороны. Подожди. Во втором акте у тебя еще есть возможность вернуться в первый акт. Я думала, это точка невозврата во второй акт, а мы можем вернуться. Офигеть. Я забыла об этом максимально. Мне просто интересно. Да, реально. Мне было дано наиважнейшее поручение — зачистить вход в Гримфордж для будущих экспедиций. Как только это будет выполнено, сюда прибудет верный Нера. Продвигаясь ко входу, я не могу сдержать возбуждение. Что мы найдем там? Нечто, созданное Кейтериком, оно не запертое проклятием. Гримфордж может хранить несметные сокровища, что будут полезны абсолют. Я продолжу разведывать местность и записывать все, что обнаружу. В данный момент вход перегражден лозой и обломками, проклятыми, судя по всему. Взрывчатка должна расчистить проход, хотя я не обладаю достаточной компетенцией в этом вопросе.
Я заложил взрывчатку так аккуратно, как только мог, но не могу не отметить, что немного даже боюсь ее подрывать. Никто не знает, никакой силы обладает проклятая лоза. Ничто ждет меня за ней. Ни даже заложил ли я снаряды правильно. Это хранит меня абсолютно. Я тебе так скажу, ты не очень правильно их заложил. Дай-ка мне мой этот. Так вот. Опа. Не реагирует. Ну, не надо тогда. Я сюда зашла. Я не собиралась сюда заходить. Но мы тут не были. Видишь, у нас местность это не открыта. Я решила пройтись, посмотреть, может тут что-то интересное есть. Или лут. Ну, вроде как должно быть место одно. Если не ошибаюсь. Старая архитектурная коллекция. Пожелтевшие книги собрана коллекция архитектурных чертежей. На одном изображен подъемник, ведущий из пустоши за городом Рейтвином, прямиком в подземье. Экспедиционный ключ абсолютиста. То есть здесь ничего особо нет, только в подземье. Проход. Ну и вот сундук. Мы приносим себя в дар темноте, дабы благословенная Шар даровала нам свою милость. Окей, пошли обратно. Я знаю точно, что есть в подземье место, которое мы не осмотрели. А, подожди, так мы там в принципе кое-что не осмотрели. Ну, ладно, это не то, чтобы очень важно, пофиг. Пофиг. На самом деле, я думаю, что давайте на этом закончим. Или я сейчас пройду еще по вот этой тропинке, и тогда закончим. Да, я сейчас пройду еще по вот этой тропинке. Ну, тут, конечно, очень много исследований во втором акте особенно. Тут много чего, много везде ходить, много чего читать, искать. Не то, чтобы в первом мало. Просто, типа, тут как-то мне кажется, на мой взгляд, тут их даже больше. Или это я так прикапываюсь ко всему, и мне надо все обшарить. Возможно. Масло точности Астариану, эликсир колосса Карлах. Это мне. Дневник мертвого друида. Рукописный дневник, заброшенный лет 50 назад. В нем описываются попытки некого друида больше узнать о темном проклятии, и с течением времени записи становятся все короче и реже. Сегодня много прошел по горам, впервые увидел проклятие в действии, и это наполнило мое сердце страхом и ужасом, которое сложно описать словами. К открывшемуся виду меня не смогли бы подготовить ни записи, ни картины. Какими бы весомыми ни были предостережения архидруида Хальсина, но даже они блекнут в сравнении с реальностью. Сейчас я разобью лагерь, а путь продолжу уже утром. Хоть подобные концепции здесь и теряют всякий смысл. Ужасная ночь. Мне пришлось закинуть в костер 3 раза больше дров, чем было нужно. Обычно, чтобы он не погас до утра. И всю ночь из тьмы доносились страшные звуки. Сон не дал мне сил. Скорее наоборот, теперь я чувствую себя слабее. Но мне нужно быть сильным. Нужно верить в Сильвануса. Нужно идти вперед. Порождение тьмы, злобная тварь. Одна меня задела, лишь мой факел спас меня. Глубокая тьма, огонь здесь немедленно тухнет. Рана ноет, плоть становится черной от порчи. Тени сгущаются. Разлетаются повсюду. Нужно вернуться к свету. Дерево перестало гореть. Я едва вижу бумагу. Я окружен. Что-то об этом темном проклятии. Я правда надеюсь, что оно не расползается. А если вы прочитаете? Пук-пук. Концепция расползающейся тьмы звучит довольно тревожно. Да кто-нибудь, блин. Это темное проклятие несет смерть. Надеюсь, оно не расползается дальше. Те не расползаются? Что там пусто было? У меня, кстати, вот тут проверку прошел как-то Уилл однажды. Не знаю, зачем я сказала, просто нужно, типа, потому что я могу. Наверное, так. Здесь мы все обыскали. Да, теперь нам только идти по следующей части карты.
Давайте на этом закончим, наверное. Спасибо вам, отличаться, за просмотр. И не забудьте подписаться на канал, на Инстаграм, на Твич, а также ставьте лайки, оставляйте комментарии и кликайте на колокольчик. Всем отличного настроения и до встречи в следующих видео.